the sky is blue. Ladies and gentlemen, welcome to Santiago. Ура! Вот мы и долетели, вот мы и в Чили, Сантьяго. Чувствую, нас ждет много всего интересного, и вас тоже. Так что смотрите видео до конца, не забывайте оставлять свои комментарии, и если вам понравилось это видео, палец вверх. Ну что, наше путешествие начинается? Всем доброе утро! Мы вот заселились в отеле в Сантьяго, и сейчас у нас есть немного свободного времени, и я думаю, что нужно пойти в спортзал, подготовить свое тело к завтрашнему дню, так как завтра мы поедем кататься на сноуборде. Пойдем. Сейчас мы их проверим. Вероятно, до чего дошел прогресс, теперь музыку можно слушать и под водой. Отличный звук и встроенная память на 1 гигабайт. Пришли на главную площадь. Плаза де Армас, оружейная площадь, туда все и начиналось. Тут вот клоун какой-то, и на него все собрались посмотреть. На этом рынке вы можете приобрести себе самые свежие морепродукты и тут же их отведать. Чтобы подняться наверх, на Сан-Кристобаль, нам нужно отстоять очередь в 1,5 часа, чтобы подняться на фуникулере. Есть еще вариант подняться на такси, и всего стоит 1,5 евро. Сейчас мы находимся на вершине горы Сан-Кристобаль. Здесь всего 850 метров высота. Зато какой вид на город Сантьяго. Сейчас мы собираемся взять машину в прокат, чтобы уже отправиться в наше дальнее путешествие по Южной Америке, по Чили и Аргентине. Узнаете эти машинки? Мы на такое путешествовали по Австралии, и вот решили у них же взять машину. So if we do it like this, now you have yourself a table and some seats, all right? Furniture is just a little bit different, but it's the same thing. Chopping board, whenever you cook, a cooking board. У нас вот есть несколько предложений, какие машины мы можем взять. Ну вот это вот, так сказать, подойдет для нашего путешествия. $300-400 в день. Еще один вариант, и я думаю, он нам лучше подходит. Говорите по-русски! Он будет удобнее. У нас есть тарелки, у нас есть плита, у нас есть дом, очень просторная палатка. Палатка на 4. Ну что, мы готовы ехать? Thank you. Всем доброе утро, и сегодня мы находимся в горах на курорте Эль-Колорадо. И сейчас мы поедем кататься на сноуборде. Здесь примерно высота 3000 метров над уровнем моря. Не очень холодно, и это хорошо. Ну вот, у меня опять получилось взять детский скипас и сэкономить деньги. А вот так вот выглядит карта курорта. Очень много спусков, более 100. Даже есть зона для фрирайда и сноуборд-парк. И сейчас мы туда поедем, проверим. По каким-то причинам парк сегодня закрыт, и мы сегодня не сможем покататься в парке, но зато мы можем покататься по склонам. Так что поехали. Kiki, do you love me? Are you right?
хочу поехать узнать, почему закрыт, когда откроют. Если его откроют завтра, то мы вернемся. Это закон. Hola. Do you speak English? Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Do you know what is the reason why the park is not open? Because the machine is working Oh, whole day today. all day today. Tomorrow is gonna be open? Yeah, tomorrow this part, the snow park, will be open. Okay, so that's the reason to come back. See you you maybe tomorrow. tomorrow. Вот мы и вернулись. Мне пообещали, что сегодня откроют сноуборд-парк, и я смогу в нем покататься. I said I like it like that. I'm the district in the chain. Certified, you know I can. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. И вот мы прилетели в пустыню Атакама, в город Калама, и отсюда нам нужно сейчас взять автобус и доехать до Сан-Педро, где мы возьмем уже машину в прокат и отправимся в наше дальнейшее путешествие. Вот мы приехали в Сан-Педро, и вот сейчас мы опять в Weekend Campers, много разных венов, но мы возьмем вот это вот с палаткой. Здесь очень много собралось лам, так как тут протекает река, и они все тут пришли на водопой. Выглядит так, что у нас тут преграда небольшая. Выглядит глубоким. В эту поездку я взяла с собой суперудобную колонку от JBL Clip 3, которую за счет карабина легко можно повесить на рюкзак. И музыка всегда со мной. Мы, как обычно, пытаемся за один день успеть все. И вот сейчас приехали на лагуну, где можно купаться, но, к сожалению, у нас есть всего 20 минут до закрытия. Я все-таки решила искупнуться, хотя вода, говорят, что очень холодная. И я надеюсь, что меня никто не прогонит, потому что она, по идее, уже закрыта. Я, кстати, могу вообще ничего не делать, потому что она очень соленая и очень холодная. Очень холодно. Ну что, мне кажется, нужно в душ все-таки, да? А вот это главная улица Сан-Педро. Очень атмосферная. Завтра нам предстоит ранний подъем, и мы поедем на гейзеры. И вот мы сейчас закупаемся едой, питьем, потому что нам предстоит подниматься на 4500 метров. И там нужно будет очень вода. Также нам местные жители посоветовали жевать листья коки, и у нас сейчас миссия найти их. Мне кажется, мы нашли, где можно взять эти листья. Ajá, esto pueden o en té, En té, ajá. ajá, en También. agua, water, Ajá. té, Caliente. caliente. Ok. Y Sale 500, 500. Доброе утро всем, на часах 6 утра, и мы собираемся ехать на гейзер. На улице еще совсем темно, но нам нужно успеть к рассвету.
Высота уже 4380 метров над уровнем моря. И вот мы уже приближаемся к вулкану. И скоро уже рассвет. И я так чувствую, что здесь очень холодно, потому что тут лежит снег. Чтобы проехать, нужно заплатить 10 тысяч долларов местных. Это примерно, долларов 13. Сказать, что тут очень холодно, сказать ничего. У меня гейзер изо рта идет. Хочется подойти к ним поближе, погреться. Я верю, что там теплее. Этот заповедник с гейзерами считается третьим по величине на Земле после Йеллоустон, который в Америке, и тех, что на Камчатке. Но земля теплая, кстати. Вот я нашла теплое местечко, и начался рассвет. Тут же есть горячие источники, в которых нужно обязательно искупаться и согреться. Только есть одна проблемка опять. Я не взяла с собой полотенце. Очень холодно. Нужно быстрее нырнуть в эту теплую водичку. Честно говоря, оно того не стоило, потому что вода не такая же горячая. Собака по воды. Она нас ведет. Куда нам ехать дальше? And I'll tell you all about it when I see you again. Сегодня мы решили прогуляться по местному городу Сан-Педро. Местный модник. Реально город собак. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Все эти вещи сделаны из лампы. Нужно будет обязательно что-нибудь купить перед тем, как отправимся на юг, где холодно. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarín. Сейчас мы приехали на озеро Чакса, где живут фламинго. К сожалению, при виде туристов фламинго улетают. Настоящая пустыня. Солнце зашло, сразу стало очень холодно. Ночью здесь примерно 0 градусов, а днем около 20. А вы знаете, что пустыня Атакама является самой сухой пустыней на Земле? Здесь уже более 400 лет не было существенных осадок. В прошлый раз у нас было всего 20 минут до закрытия, и мы не смогли дойти до этого озера. И мы все-таки вернулись, и не зря. Смотрите, какая красота. Но в этом озере нельзя купаться. Только смотреть разрешено. Наша последняя остановка этого путешествия по пустыне — это Лунная долина. И вот мы как раз успеваем к закату. Нам много предлагали туров в городе, но мы решили, что мы все сами посмотрим, без всяких там гидов и тургрупп, потому что так просто будет быстрее, и в день мы успеваем больше. Тут написано, что должна быть пещера. Так, мне нужен фонарик. Ого! Блин, а тут вообще возможно доходить? О-о!
Вот этот свет. Единственный здесь. О-о. Надеюсь, нам не придется обратно идти тем же путем. Вот, смотрите, мы на Луне. Кто был? Узнаете? Похоже на Луну? К сожалению, у нас в этой поездке опять накрылся дрон. Что-то случилось с гимблом, и это уже 4-й раз, аж 4-й поездки, и сейчас мы попробуем его починить, потому что как же дальше без дрона? Что ж, нам сказали, что смогут поменять камеру. Конечно, это будет не бесплатно, а примерно 300 евро. И только завтра мы сможем забрать свой дрон. Так что оставляем его тут, и нам обещали, что починят. Зато у нас появилось время посетить вот эту самую высокую башню в Южной Америке. Он бесплатный? Или кто-то заплатил? Там деньга! Все собрались на закат, как видите. Вот мы наконец-то добрались до океана, город Пичилему, рай для серфинга. Здесь просто идеальные волны, также острые скалы. И очень жаль, что я давно не каталась и боюсь лезть в эту холодную воду. Так что смотрим, как это делают другие. Так не хочется уезжать от океана, но впереди нас ждет Патагония, а это значит горы, снег и сноуборды.